Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Эталонный мастер-класс по работе с черным цветом, бархатом и шелком был представлен в новой коллекции Haute Couture Armani Privé осень-зима 2025-2026 на неделе высокой моды в Париже. Вот такая чистая классика бренда и женственность без примесей. Элегантность по-итальянски, вне времени и трендов. Да, мои дорогие, похоже, у нас наступил черный период. От матового каменного угля до полированного кварца. В палитру коллекции лишь слегка добавили изумрудный и кобальтовый в отблесках кристаллов. Королевский пурпур и фуксию, как вспышки страсти. Для драматического мерцания здесь пригодились золотые и серебряные пайетки. А перья в неоновом цвете – всего-то безобидное исключение из общего правила. Ну что же, говорят, черный цвет стройнит. Нам такая мода только на руку. Тогда как для дизайнера, со слов Джорджо Армани, черный пусть и самый классический цвет, но одновременно и самый требовательный. Работая с ним, нельзя допускать ошибок. Он этого не прощает. И знаете, друзья, кутюрье абсолютно прав. В черном нельзя спрятать косяк. К примеру, под фразой «это у нас креатив». Черный, как наша всегда внимательная свекровь, сразу видит, если шов не по центру или вот-вот оторвется пуговица. Дизайнер уверен, здесь все должно быть идеально, ведь черный раскрывает саму суть изделия. Под стать коллекции – локация для модного шоу. Место действия – Палаццо Армани. Величественный, богато украшенный особняк. Дворец, достойный короля. Не подиум, а шкатулка с сокровищами. Красота, если так можно сказать, по старинке, где каждый поворот головы, каждый шаг звучат как аккорд на рояле. Эта красота манит, завораживает, окружает какой-то пьянящей атмосферой восхищения. Тот редкий случай, когда очень хочется затаить дыхание, наблюдая за выходом моделей. Без суеты и надрыва, ведь здесь демонстрируют одежду. Здесь прямо сейчас происходит наше свидание с настоящей высокой модой. Хотя, если честно, старт дефиле многие критики назвали не самым впечатляющим и сильным. Открывали шоу девушки в брюках для верховой езды. Черный бархат плюс кристаллы по швам. Довольно спорная комбинация. Я поначалу даже подумала, что это антипародия. Но нет, идеальной гармонии не случилось. Однако в остальном все идет как по маслу. С первого взгляда я готова влюбиться в каждый вечерний наряд. Любой образ без дополнительных изменений подойдет под самый требовательный дресс-код. В коллекции нет случайных линий, нет надуманных идей. Совсем немного итальянского карнавала и тут же щепотка французского минимализма. А где-то в воздухе вдруг очень четко ощущаешь аромат далеких 30-х прошлого столетия. Новая кутюрная линейка получила название «Обольстительный черный». А что, сказано в самую точку. Пусть у кого-то обольщение – это ваниль и розы, а у Джорджо Армани – это угольно-черный гагат, темный оникс, графит. Это полное погружение в оттенки черного цвета, в его текстуры и настроение в духе нуар. Силуэты женственные, но сильные. Дизайнер продолжает играть свою любимую викторину – мужское и женское. В гардеробе есть белые рубашки, фраки и галстуки-бабочки. Но тут же открытые плечи, глубокие декольте и вырезы на талии, платья-футляры и пышные макси. Особое удовольствие – аксессуары, которые точно не молчат и по итогу словно выдают указания. «Вызывайте лимузин, я уже готова». Изящные украшения, бархатные или же бисерные шапочки, аккуратные по форме и роскошные по оформлению сумки, прозрачный веер, расшитый пайетками. А еще шляпы, от которых захотелось пересмотреть все фильмы с Гретой Гарбо. Коллекция вызывает смешанные чувства. Сначала восторг от мастерства, далее удивление с массой вопросов. Например, как можно так работать с черным, чтобы он не выглядел скучным? Потом легкое замешательство. А не перебор ли это? Не слишком ли все мрачно? Нет, черный – это совсем не про грусть и тоску. Это цвет, в котором можно блистать. Это сила и вызов. Это характер. Дизайнер словно говорит нам: давайте докажем, что черный может сиять ярче золота. Впервые за свою долгую карьеру Джорджо Армани не вышел на финальный поклон,
поскольку по рекомендациям врачей проходил восстановление дома после болезни. Да и возраст уже довольно солидный. Однако дизайнер, пусть и удаленно, по видеосвязи, но тщательно контролировал каждый этап показа, абсолютно все действия, включая примерки и макияж моделей. Сегодня он продолжает создавать в мире фэшн-искусства свои правила игры. Потому что никогда не стремился угнаться за модой и трендами. Напротив, мода постоянно пытается угнаться за ним. А как вы, мои дорогие, относитесь к черному цвету? Готовы надеть что-то подобное в будни или на праздник? С интересом жду ваши модные истории в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете подписаться и поддержать канал лайком. Всем вдохновения и красоты! Встречайте день только с теплой улыбкой и в позитивном, солнечном настроении.